Хочу сегодня показать такую покупку, как вакуумный насос и камера вакуумная. Приобреталось это для того, чтобы получать стабилизированную древесину. Иногда мне нужно там в маленьких объемах, конечно, небольшие, ну вот примерно как вот эта вот фигурка, да, вот такие размеры, вот такой вот. И получить деталь, ну, которую фактически, скажем так, да, не будет менять в будущем своих геометрических размеров, то есть под воздействием окружающей среды. Стабилизировать древесину можно разными путями. Но сейчас речь не об этом. Пробовать я уже пробовал там разные варианты, и хочу сказать одно, что все, что является на основе воды, ну, практически не годится для стабилизации, потому что она практически не впитывается в древесину. Я имею в виду под вакуумом. Ну, были произведены замеры по весу, и практически разницы нету. И в глубину она тоже не проникает глубоко. Поэтому вот много я делал, это, ну как много, я имею в виду в плане эксперимента, да, а не какой-нибудь рабочей модели, с датским маслом. Ну, хорошо, вот если весит, к примеру, да, 20 грамм, то и полностью еще 20 грамм впитывает этого масла. Становится с такого вот, сейчас покажу, где-то тут он у меня был, по-моему, да? Ну, становится такого цвета, прямо как, не знаю, желто-желто-желто. Я боялся, что он так останется. Ну, вот после шлифовки, да, после, вот видно, тут вот я не дошлифовал, как он то, и тут вот шлифовал. Нормальная поверхность, все, я думаю, будет все красиво и хорошо. Но сегодня хотел бы просто показать, как он работает, и все. Принцип тут какой, да? Мотор создает вакуум, соответственно, тут создается разряженное давление, и по идее должно быть минус 0,8 атмосфер, минус 0,8 атмосфер. То есть до абсолютного вакуума остается 0,2. Ну, это уже там очень серьезные насосы этого добиваются. А такой, скажем так, бытовой насосик, навряд ли он больше минус 0,8 даст. Ну, в принципе, для домашних дел и этого вполне достаточно. Приобрел я камеру, но не самую большую. Я, честно говоря, даже не знал, какую брать поначалу. Поэтому как бы остановился на этой. Ну, диаметром она где-то 260 и высотой 15. Тут толстое такое стекло. Не знаю, не хочу. А, можно, в принципе, снять и посмотреть, сколько же он там имеет. На 11,8 миллиметров. Довольно-таки толстое такое стекло. Не знаю, стекло простое, стекло какое-то специальное. Тут идет такая вот резина. Она постоянно к ней все прилипает, такой вот. И тут такая вот ровная поверхность. Я думаю, что кастрюля это обыкновенная. Ничего тут такого специального нету. Но приятно, сделано все красиво, хорошо. Не очень удобно вот это соединение, потому что если кастрюлю надо куда-то унести, то надо как бы вместе с насосом. Я думаю, что здесь надо сделать какой-нибудь переходник, что-нибудь такое. Тут есть манометр. Вот такой, какая-то жидкость там внутри находится, не знаю, наверное, так специально нужно. Преимущество стекла — это то, что ты видишь там, что творится у тебя в камере.
два крана. Ну, надо закрыть, чтобы он не втягивал воздух наружный. И этот, соответственно, открыть. Вакуумный насос. Вот тут уровень масла. Это фильтр. И вот сами характеристики так вот насоса. Что ж, можно попробовать. Вот без ничего там. Довольно-таки быстро с таким объемом набирает. Камера очень хорошая. Я оставлял на сутки. Абсолютно не падало давление. Вот пары через фильтр идет. Ну вот смотрим. Ну да, 0,8 набрала там. Наверное, если подержать, еще чего-то наберет там. Ой, идет. Ну, чуть-чуть прошло. Минус 0,8. Ну, вот и все. Вот тут у меня есть чашечка, и тут простая вода. Я как-то читал, что в горах вода кипит при температуре намного ниже 100 градусов. Ну, понятно, что это так, но никогда как бы сам этого не испытывал. Ну, тут вот мы создадим сейчас разрежение, посмотрим, будет кипеть вода или нет. Честно говоря, сам заинтригован. Не пробовал. Ну, думаю, по идее должна появиться там что-то такое. Есть определенные следы и блестит как бы. Но попытаемся что-нибудь. Так, одной рукой держать, снимать и делать. Всегда ни к чему хорошему не приводит. Ну что ж, поехали. Пошло кипение. Кипит на полную. И тут мы имеем вот. Ну все, нифига не видно. Давайте-ка спустим. И хочу попробовать кое-что. Оп. Холодное. Так что
То, что она кипит, это еще не означает, что ее можно использовать для чая. Хотя тут мысль появилась, конечно, такая вот довольно-таки интересная. Ну, это оставим на потом, надо все проверить, потому что не хочется выглядеть, скажем так, некомпетентным в некоторых вопросах. Все, спасибо за внимание.